Здравствуйте, уважаемые владельцы частных домов, домохозяева, владельцы дач, таунхаусов и владельцы квартир. Я хочу вам представить новую модель, это модель 2013 года Аквакамина. Аквакамин фирмы Fluminfire, Италия, модель Vesta. В данном случае это модель 18 киловатт. Потребляемая электромощность в рабочем режиме порядка 200 Вт и максимальная потребляемая электромощность в режиме розжига всего 400 Вт. Поэтому где-то в час можно сказать, что она потребляет как электрическая лампочка. Но в то же время она производит 18,5 киловатт тепловой энергии. Данный аквакамин Vesta предназначен для производства горячей воды с температурой до 85 градусов в автоматическом постоянном режиме. Аквакамин можно подключить к радиаторам отопления, теплым полам, теплоаккумуляторам и другим устройствам, фан-койлам, например. Аквакамин, это модель 2013 года, он представляет из себя отдельно стоящие устройство отопления, которое имеет дверку обслуживания, топку, бункер для топлива с запасом 60 килограмм пеллет. Также имеет встроенный теплообменник скоростной, также имеет встроенный насос циркуляционный. Сюда входит полностью вся автоматика для управления тепловыми процессами и гидравлическими. Также с этой стороны у камина находится расширительный гидрокомпенсационный бак для горячей воды объемом 15 литров. Отличительная особенность, это новинка, прежде всего хочу сказать, отличительная особенность аквакамина заключается в его улучшенной эксплуатации и более облегченной эксплуатации для владельцев. Включив автокамин, камин в автоматическом режиме, вы можете управлять им также с пульта управления дистанционного инфракрасного, либо запрограммировать его на различные варианты включения и выключения. И единственная ваша обязанность будет заправлять раз в сутки или раз в двое суток топливный пеллетный бак и периодически его обслуживать. Обслуживание аквакамина Vesta заключается прежде всего в удалении золы. То есть здесь есть несколько систем очистки, которые позволяют аквакамину работать долго, эффективно и используя на 100% свою автоматику. Потому что автоматика у аквакамина это ничто, если топка не работает сама по себе в автоматическом режиме, засоряется и не включается по каким-то техническим причинам. Автоматика уже с этим не справляется. Для этого есть системы обслуживания, например, есть специальные ручные шомполы для прочистки турбуляторов исходящих газов. Они также, эти турбулизаторы, они препятствуют обратному пламени. И во время очистки, во время эксплуатации, которую нужно производить достаточно раз в месяц, зола стекает в зольный ящик. Кроме очистки турбулизаторов есть очистка теплообменника. Здесь предусмотрена очистка теплообменника. Достаточно несколько раз так вручную сделать, чтобы отправить всю золу, которая села на трубках теплообменника, в камеру для золы. Один раз в неделю или в 2 недели, в зависимости от эксплуатации, достаточно убрать
вынести на огород, вытряхнуть золу, которая скапливается в этом сухом скрубере. Он разделен на 3 отсека. И здесь образуется зола. Значит, сюда попадает зола непосредственно из камеры сгорания, а сюда поступает зола с теплообменника. Поэтому они заполняются не совсем равномерно. Также здесь имеется крышка, которая закрывает сами газоходы. И открыв ее, эту крышку, она герметичная, вы видите здесь облегченный доступ к дымососу, видите крыльчатку дымососа, то есть можно легко посмотреть состояние крыльчатки, наличие там золы, и пылесосом, любым техническим или даже бытовым пылесосом можно легко прочистить. Вот, ставим обратно, не будем закручивать, для видео поставим сухой скрубер. Дальше, значит, в топке здесь уникальная, совершенно патентованная камера сгорания, которой нет никаких других моделей пока на сегодня аквакаминов, я имею в виду. Значит, камера, собственно, горелка вот этой камеры сгорания, она состоит из решетки колосниковой, толщина решетки там, порядка 10 миллиметров, с отверстиями и устройством очистки колосников. Здесь находится гребенка с нержавеющей сталью и кривошипно-шатунный механизм. Сбоку находится привод немецкой фирмы BM Pabst. Он медленно вращает в программном режиме вот эту решетку, и в зависимости от зольности гранул и образования, допустим, там каких-то шлаков, она периодически чистит вот эти отверстия для воздуха, то есть саму решетку, то есть она не зашлаковывается, и в любой момент эта решетка, она как бы готова к работе, и не нужно, как в других каминах, которые имеют, допустим, здесь просто чашку для горения с днищем и с отверстиями, ее не нужно чистить. То есть автоматическая чистка, ничего делать в принципе с ним не надо, кроме как удалять золу. Те пилеты, которые могут вылетать отсюда, они попадают также на решетки, которые находятся над бункером для золы, и они догорают вот здесь. То есть они не сгорают в самом отсеке для золы, а догорают здесь, то есть увеличивают тем самым немножко КПД. Также точка в топку очень газоплотная, она имеет дверку с пружинным прижимом. Это устройство устроится, оно тоже запатентовано и устанавливается на всех каминах и аквакаминах фирмы Flumenfire. Поскольку во время в продолжительных режимах все-таки происходит местное напряжение в металле, деформация, то и дверки, они деформируются частично незаметно глазу, да, и появляются какие-то отверстия, через которые начинает подсасывать воздух. В данном случае этого не происходит, потому что всегда обеспечивается плотный прижим. Вот, мы закрыли аквакамин, он, в принципе, готов к работе. Далее, вот для наглядности мы сняли боковую панель. Одну, она легко снимается, крепится на 3 болтах. Здесь видно устройство теплообменник, медные трубы. Это вот труба подачи, отсюда горячая вода подается в систему. Так, это у нас обратка. Это обратная система, на обратке стоит насос. И вот прямая. И клапан безопасности на 3 бара рассчитано. Рабочее давление аквакамина 2,5, от 0,5 до 2,5. Здесь мы видим также привод очистки, видим дымосос,
шнек подачи. Шнек, обратите внимание, имеет большой диаметр. Аквакамин работает, в принципе, на пилетах любого типа, 6 или 8 мм без ограничения. Также вот здесь находится, мы открыли крышку специально для видео, плата. К этой плате можно присоединить датчик, можно присоединить термостат настенный, беспроводной или проводной, и установить в одной из комнат, и автоматически тогда управление аквакамином происходит от настенного термостата, и не надо к камину подходить. У вас камин может располагаться там в подвале или в каком-то техническом помещении. Также мы видим здесь регулируемые ножки. Чтобы выровнять камин по уровню, мы используем ключ и регулируем по уровню установки положения камина. В задней части камина находится выход для дыма. То есть у нас имеется специальное приспособление в виде тройника и герметичного хомута температуростойкого. Трубы все выполнены на сальниках, обеспечивают герметичность полную. Поэтому их можно прокладывать в жилых помещениях, там, где угодно, в спальнях и так далее. После установки такого тройника мы можем сюда подключать камин газохода. Также на задней панели мы видим патрубок выхода, вернее входа для воздуха диаметром 50 мм. На патрубке входа установлен датчик, видите, обратного пламени. То есть по нормам Евросоюза сегодня все пламя, воздух для горения должен собираться из других помещений или из атмосферы с улицы, чтобы внутренний воздух, который имеется в помещении, он не выгорал и не удалялся в атмосферу, поскольку на горение примерно уходит, может быть, воздуха, вентилятор до 400 кубометров в час, теоретически может воздуха из помещения удаляться, поэтому его нужно компенсировать. Внизу мы видим 3 выхода, это выход обратной воды, прямой подачи в систему и от клапана, аварийного клапана, сброс в канализацию. А также на задней панели находится датчик температуры выносной, который можно использовать как во временном варианте для регулировки аквакамина по температуре воздуха. Но также можно регулировать в этот момент и по температуре теплоносителя. В отличие от предыдущих моделей, данный аквакамин имеет новый контроллер, который может идти в варианте со встроенным модулем GSM. В таком случае модуль GSM встроен в плату, и вам необходимо приобрести только сим-карту, чтобы использовать его на удалении и получать информацию о его работе, о статусе камина. Также из устройств безопасности хотелось бы отметить то, что здесь продумано решение, что часто дети, они стараются, видя яркое пламя, значит, пытаются потрогать стекло, которое имеет высокую температуру. Для этих целей здесь предусмотрено 2 устройства безопасности. Первое – это специальный ключ, которым можно открыться дверь. Мы закрыли дверь, и все, наглухо, и убрали ключ. Ребенок уже никаким приспособлением не сможет открыть эту дверь во время работы или работы камина. Также можно поставить вот такую решеточку из нержавеющей стали, которая будет защищать от детских пальчиков. И для детей это будет безопасно.